Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы с вами свяжем самую простую шапочку с цельно вязаными ушками. Для сравнения хочу показать шапочку, которую я вязала уже давно для своей дочери. Она выполнена из мериноса. Единственное отличие здесь это наличие кулиски. Как вязать ее есть множество мастер-классов на YouTube, можете посмотреть. Но в этом мастер-классе мы будем вязать шапочку без кулиски. В этом мастер-классе шапочку мы будем вязать не только с цельно вязанными ушками, но еще мы будем вязать удлиненный затылок, удлиненную заднюю часть. Видите, задняя часть, она немножко больше. Эту шапочку я вязала без удлиненного затылка. Шапочку буду вязать из полушерсти, а точнее верх шапочки у меня будет из полушерсти, а подклад для шапочки я уже буду вязать из полухлопка. Не решилась я вязать подклад из полушерсти, так как это все-таки шерсть, и она может колоть кожу ребенка. В этом мастер-классе я не буду говорить, как делать расчет петель. Я просто покажу принцип вязания такой шапочки. Расчет уже вы делаете сами. Давайте начнем. Я буду вязать шапочку на ребенка 3 лет. Единственное правило здесь это то, что нужно набирать такое количество петель, чтобы оно делилось на 4, чтобы потом мы могли делать убавление на макушке. Итак, для этой шапочки я набирала 92 петли плюс 1 петля для соединения. И всего у меня получилось 93 петли. Далее, чтобы нам сформировать ушки, нам нужно 92 поделить на 5. Так как на 5 оно не делится, получается 18 это целое число и 2 петли у нас остается. Далее я распределяю маркеры таким образом. От начала вязания, для начала я 18 делю на 2. И от начала вязания в одну сторону я отсчитываю 9 петель. Отсчитали, ставим маркер. Далее отсчитываем 18 петель для ушка. И также ставим маркер. И в другую сторону от начала вязания я также отсчитываю 9 петель и дальше 18 петель ставлю маркеры. И на переднюю часть шапочки у меня осталось 38 петель. Получается 18 на 2 36 и плюс 2 петли, которые остались, 38 петель. Вязать я буду из пряжи Alize Lana Gold. Состав этой пряжи 51% акрил, 49% шерсть. Рекомендуется вязать спицами номер 4-6. Этой пряжей я буду вязать верх шапочки. Подклад шапочки я буду вязать из другой пряжи. Это у меня Gazal Baby Cotton XL. В 50 граммах здесь 105 метров и рекомендуется вязать спицами 4-4,5 миллиметра. Я буду вязать спицами номер 4. Единственное, у меня здесь произошел такой казус. Я согнула спицу дверью от шкафчика. И вот что у меня получилось. Но на качество вязания это никак не повлияет. Вы не поверите, но если честно, мне стало удобнее вязать такой спицей. Далее нам понадобится для набора еще крючок. Крючок у меня номер 3. Вы можете взять какой вам будет удобнее номер. Итак, для набора нам понадобится нить контрастного цвета, чтобы потом ее распустить. И еще рекомендую использовать хлопок, чтобы не было ворсинок. Итак, набираем начальную петлю. Далее берем спицу. И будем сейчас набирать петли на спицу. Рабочую нить мы заводим за спицу. И далее крючком подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. Итак, одну петлю мы набрали. Далее рабочую нить заводим за спицу и снова также захватываем ее крючком и провязываем. Снова заводим за спицу, подхватываем крючком и провязываем. Я думаю, это несложно будет вам сделать, даже если делаете вы это впервые. Заводим рабочую нить за спицу
и провязываем. Таким образом мы набираем петли на спицу. Провязываем. Провязываем. Я буду набирать 93 петли, вы набираете то количество петель, которое вам подходит. Вообще нужно 92 петли, как я уже говорила, и плюс 1 петля для соединения. Получается 93 петли. И давайте самостоятельно наберем петли нужного вам количества. Я набрала 93 петли. Далее мы набираем одну воздушную петлю. И теперь уже можно синюю нить отрезать. Она нам больше не понадобится. И вот этот кончик нити мы затягиваем. Далее мы уже будем вязать основной нитью. У меня это Alize Lana Gold. И с первой петли начинаем вязать лицевые петли. Набрали. Смотрите здесь аккуратно, чтобы белая ниточка не выскочила. Я не делаю петлю, просто ниточкой протягиваю так. И дальше вяжем лицевые петли. И провязываем так до конца ряда. Смотрите, еще один момент. Я довязала почти до серединки, где-то плюс-минус. Я не считала, сколько здесь петель. Далее достаю леску. Это нам понадобится потом, когда мы будем соединять в круг вязания. И дальше продолжаю вязать лицевые петли до конца ряда. До конца ряда я довязала. Теперь мы будем соединять вязание в круг. Как я уже говорила, здесь мы достали леску для того, чтобы было удобнее это делать. Далее с правой спицы снимаем петлю на левую спицу. Далее петлю с левой спицы протягиваем через петлю, которую мы сняли. Таким образом. И подтягиваем за кончик нити. Далее эту петлю мы снова снимаем на правую спицу. Итак, соединение мы сделали. Далее нам нужно распределить маркеры для того, чтобы вывязывать наши ушки. Вот это у нас начало ряда. Далее мы будем провязывать 9 петель, ставить маркер и дальше вывязывать ушко. Также в конце ушка мы также будем ставить маркер. В середине ушка я возьму 6 петель для того, чтобы дальше вязать укороченные ряды. И сейчас я вам все это покажу. Достаем спицу. Уже нам не нужно разделять наше вязание пополам. Это мы сделали только для того, чтобы соединить в кольцо. Итак, далее вяжем. Провязываем 9 петель. Далее будем ставить маркер. Провязываем лицевыми петлями.
Провязали 9 петель, дальше мы ставим маркер. Маркер у меня это обычная ниточка. Я завязала вот так узелок и ставим. Далее сейчас мы отсчитаем 18 петель, и я также продену ниточку и поставлю маркер. Так, все маркеры я поставила. С этой стороны вы также можете уже поставить маркеры. Я это сделаю потом, как свяжу это ушко. Сейчас мы будем вязать укороченными рядами. Вяжем 6 петель лицевыми. Провязали. Дальше вяжем 6 петель центральных. И от них мы будем начинать вязать укороченные ряды. Провязали. Дальше мы разворачиваем наше вязание. Первую петлю мы снимаем на правую спицу. Просто снимаем и рабочей ниточкой подтягиваем таким образом от себя. Получается вот здесь сдвоенная такая петля. Дальше вяжем изнаночные петли. Первую, которую мы сняли, это считается первая, это вторая петля, третья, четвертая, пятая и шестая. Дальше мы снова разворачиваем вязание. Первую петлю мы также снимаем. Снимаем уже другим образом. Заводим спицу снизу вверх, подтягиваем. Дальше подтягиваем рабочую нить на себя. Вот таким образом у нас получается сдвоенная петля. И дальше вяжем лицевые петли. 4 петельки. 3, 4. Вот эта петля у нас уже сдвоенная. Ее мы провязываем лицевой петлей, как бы подхватываем спицы сверху, снизу вверх. И вот таким образом провязали. Следующую петлю мы также провязываем лицевой. Провязали, далее снова разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, спицу заводим сверху вниз. Рабочей ниточкой подтягиваем. У нас здесь получилась такая двойная петля. Дальше вяжем изнаночными петлями до сдвоенной петли. Далее двойную петлю с изнаночной стороны мы будем провязывать вот таким образом. Заводим спицу вот с этой стороны снизу вверх. Захватываем рабочую нить и протягиваем. Провязали и снимаем. Двойную петлю с изнаночной стороны мы провязали. Далее вяжем еще одну петлю изнаночной. Провязали, дальше разворачиваем вязание и начинаем вязать с лицевой стороны. Также первую петлю мы снимаем ниточку на себя и затягиваем. Вяжем до двойной петли. Двойную петлю мы провязываем лицевой.
Вот таким образом. Провязали и провязываем еще одну петлю. Дальше разворачиваем вязание и вяжем с изнаночной стороны. Первую петлю мы снимаем, ниточку от себя и подтягиваем. Дальше вяжем изнаночные петли до двойной петли. Провязали. Теперь провязываем двойную петлю, заводим спицу снизу вверх с обратной стороны, подхватываем нить, провязали. Далее провязываем изнаночной еще одну петлю. Далее разворачиваем нить и повторяем все то же самое, пока не дойдем до наших маркеров, пока не провяжем все петли. И давайте это сделаем самостоятельно. Все петли я провязала, вот такое ушко у нас получается. Дальше перекидываем маркер и провязываем 38 петель. Эти петли у нас находятся на передней части шапочки. 38 петель провязываем лицевыми. Далее мы также будем вязать второе ушко укороченными рядами. Итак, 38 петель я провязала. Дальше здесь я ставлю маркер. Далее отсчитываю 18 петель и также поставлю маркер. Все маркеры я поставила. И будем вязать ушко таким же образом, как мы и вязали вот это ушко. Также провязываем 6 петель. Провязали. Дальше провязываем 6 центральных петель. Шесть провязали, разворачиваем вязание. Первую петлю мы снимаем. Рабочую нить от себя и затягиваем. Дальше вяжем. Это получается первая петля двойная, это вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Дальше снова разворачиваем. Первую петлю мы также снимаем. Ниточку рабочую на себя и затягиваем. Дальше вяжем лицевые петли до двойной петли. Двойную петлю мы провязываем лицевой. И следующую петлю мы также провязываем лицевой. Разворачиваем вязание. Первую петлю мы снимаем. Подтягиваем рабочую нить. И дальше вяжем до двойной петли. До
двойной петли я провязала, провязываем ее. Все делаем точно так же, как мы и вязали первое ушко. Здесь уже ничего сложного не должно быть. Последнюю петельку провязываем, разворачиваем вязание. И давайте сейчас самостоятельно провяжем все укороченные ряды. И дальше мы с вами уже встретимся. Первую петлю снимаем, подтягиваем и дальше вяжем до двойной петли. Давайте вяжем самостоятельно. Ушко я довязала, все укороченные ряды я провязала. Далее вот этот маркер, который находится ближе к задней части шапочки, мы снимаем. Маркеры, которые находятся ближе к передней части шапочки, мы оставляем. Они нам понадобятся, когда мы будем вязать удлиненный затылок шапочки. Довязываем все петли, 9 петель, которые у нас остались, до конца ряда. Довязали. Далее мы будем вязать также укороченные ряды для того, чтобы сделать удлиненный затылок шапочки. Итак, начинаем вязать лицевыми петлями, вяжем до второго маркера, то есть маркера, который находится ближе к передней части шапочки. Провязываем. Когда мы вязали укороченные ряды, у нас вот здесь осталась такая двойная петля. Ее мы провязываем за заднюю стенку лицевой. Так. Немножко ее так вот я подтяну. Вот так. И за заднюю стеночку провязываю лицевой. Довязываем петли до маркера. Перекидываем маркер и провязываем одну петлю после маркера. Далее разворачиваем вязание. Первую петлю мы снимаем, так же как мы снимали, когда вязали ушко. Снимаем ниточку от себя и затягиваем. Перекидываем маркер и вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Провязываем. До конца ряда я довязала. Далее смотрите, что мы делаем. Можно на начало ряда поставить маркер, но я этого делать не буду, потому что после каждого вязания я буду в начале ряда доставать спицу. То есть я здесь не смогу сбиться, потому что у меня здесь всегда будет видно, где у меня начало ряда. Потому что я буду вот так вот перетягивать спицы. Далее, смотрите, мы будем вязать изнаночными петлями до вот этого маркера. Продолжать вязать. Давайте провяжем самостоятельно изнаночные петли до маркера. Итак, я довязала почти до маркера. Здесь у меня осталась также вот такая двойная петля, ее мы провязываем вот таким образом.
Провязали. Перекидываем маркер и провязываем еще одну петлю после маркера. Провязали. Дальше разворачиваем вязание. Первую петлю мы будем снимать. Снимаем ниточку на себя и подтягиваем. Маркер снимаем на другую спицу. И дальше мы будем вязать лицевыми петлями. Вяжем лицевыми петлями, провязываем до начала ряда, перекидываем спицы и дальше продолжаем вязать лицевыми до маркера, до двойной петли. Довязала я до маркера, маркер снимаем, провязываем двойную петлю лицевой и провязываем еще одну петлю лицевой. Дальше разворачиваем вязание. Первую петлю мы снимаем. Ниточку от себя рабочую и подтягиваем. Дальше вяжем изнаночными. Этот маркер уже нам не понадобится. Далее вяжем изнаночными петлями до следующего маркера, то есть до двойной петли. Итак, я довязала до маркера, перекидываем маркер, двойную петлю мы провязываем за дальнюю стенку, провязали и провязываем еще одну петлю изнаночную. Дальше разворачиваем вязание и мы будем провязывать лицевыми петлями до начала ряда. Первую петлю снимаем, подтягиваем. Маркер нам уже не понадобится, мы его достаем. И вяжем до конца ряда. Вот до этого места. До конца ряда я довязала. И вот что у нас получилось. Мы провязали ушки, провязали удлиненный затылок. Далее мы будем вязать шапочку лицевыми петлями по кругу. Я буду вязать просто лицевыми петлями без рисунка, без узора. Если вы будете вязать с узором, провязывайте узор. И так вяжем шапочку той высоты, которая вам нужна. И встретимся с вами, когда мы уже начнем делать убавки. Шапочку высоту я уже провязала. У меня здесь получилось 36 рядов лицевой гладью. Дальше мы будем делать убавление. Убавление будем делать таким образом. У меня на шапочке 92 петли. У вас это значение может быть другое. Главное, чтобы оно было кратно 4. 92 делим на 4, получается 23. Далее я 23 делю на 2, так как 23 на 2 не делится. В одну сторону я откладываю 12 петель, в другую 11. Это на вязание никак не отразится. Далее 23 петли, 23 и 23. В этих местах мы ставим маркер. Все маркеры я уже расставила. И дальше мы будем делать уже с вами убавление. Итак, провязываем лицевые петли, не доходя до маркера, 3 петли.
Так, 3 петли у нас до маркера осталось. И смотрите, что мы делаем. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем лицевой. И ту петлю, которую мы сняли, протягиваем вот таким образом. Убавление одно мы сделали. Следующую петлю, которая у нас осталась, мы провязываем лицевой. Перекидываем маркер. И сразу же после маркера мы делаем также убавление, только вот таким образом. 2 петли просто провязываем вместе лицевой. Все, 2 убавления мы сделали. Дальше вяжем лицевые петли до маркера, не доходя 3 петли. Итак, до маркера у нас осталось 3 петли. Здесь мы делаем убавление так же, как и делали в начале. Первую петлю мы просто снимаем, перекидываем на другую спицу. Следующую петлю мы провязываем лицевой. И ту петлю, которую мы сняли, перекинули на спицу, перекидываем вот таким образом. Далее провязываем лицевую петлю. Перекидываем маркер. И после маркера 2 петли провязываем вместе. Убавление сделали. И дальше мы вяжем таким образом до конца ряда, делая убавление до маркера и после маркера. Осталось 3 петли до маркера. Здесь мы делаем убавление. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, которую сняли петлю, перекидываем. И следующую петлю провязываем лицевой. Дальше снимаем маркер, перекидываем маркер. И 2 петли после маркера провязываем лицевой. И давайте сделаем самостоятельно последнее убавление. Убавление все мы сделали. Следующий ряд после убавления мы провязываем просто лицевыми петлями. Провязываем без убавлений. И давайте этот ряд провяжем самостоятельно. Довязала я ряд до конца. Далее следующий ряд мы снова будем делать убавление. Провязываем лицевые петли, не доходя до маркера, 3 петли. Три петли у нас осталось. И делаем убавление. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, перекидываем петлю и провязываем следующую петлю лицевой. Далее перекидываем маркер. 2 петли после маркера провязываем вместе. Здесь ничего сложного нету, просто повторяем эти действия в каждом убавлении. Вяжем и снова не довязываем до маркера, 3 петли, будем делать убавление. Три петли у нас осталось до маркера, делаем убавление. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем, петлю, которую сняли, протягиваем, следующую петлю провязываем лицевой, перекидываем маркер и 2 петли после маркера провязываем лицевой вместе. И давайте сейчас сделаем убавление самостоятельно.
То есть провязываем ряд убавления, следующий ряд мы вяжем просто лицевыми, снова убавление, снова просто лицевыми. И так мы чередуем до тех пор, пока у нас не останется 12 петель. Все убавления я сделала, на спицах у меня осталось 12 петель, и сейчас мы будем закрывать нашу макушечку. Кончик нити мы отрезаем, оставляем его чуть-чуть подлиннее, чтобы заправить в иглу и протянуть через оставшиеся петли. Нить я уже продела в обычную иголку, и сейчас мы будем закрывать нашу макушку. Протягиваем нашу нить через петли. Вот таким образом. Сразу я все петли собираю на иглу, маркеры уже убираем. Итак, все петли у нас уже на ниточке. И сейчас нам просто нужно макушечку затянуть. Можно еще иголочкой пройтись через петли, чтобы было надежнее. Далее прячем нить на изнаночную сторону. На изнаночной стороне делаем узелок и отрезаем нить. Вот и все. Половина шапочки у нас уже готова. Далее будем вязать подклад. Для того, чтобы вязать подклад, нам нужно распустить синюю нить. Начинаем распускать с того места, где мы заканчивали вязание синей нитью. Распускаем. И петли, которые остаются после того, как распустили синюю нить, мы их надеваем на спицу. Я сразу полностью не распускаю синюю нить, чтобы у меня петли не убежали, а вот так вот потихонечку по одной петельке надеваю на спицу. И так продолжаем делать до конца ряда. И у нас должно получиться на спице 92 петли.
Все 92 петли у меня набраны. И дальше продолжаем вязать. Все повторяем так же, как мы вязали шапочку в начале. Вот этот кончик нити я сейчас завяжу, чтобы он не болтался просто так, ничего не распустилось. Просто сделаю петлю. Вот так. Давайте еще одну петельку. Все, закрепили нить. И дальше начнем вязать. Первый ряд мы провязываем полностью лицевыми петлями. Со второго ряда мы уже начинаем формировать наши ушки. Забыла показать, сколько у меня еще осталось пряжи. Вот столько вот пряжи у меня осталось из целого 100-граммового клубка. Подклад для шапочки я уже связала. Все петли у нас потом выровнятся после стирки. И вот что у нас получилось. Цвет подклада немножко отличается, он немножко светлее, но это ничего страшного. Завязочку на одном ушке я уже связала. Как вязать такой шнурочек, я покажу вам на втором ушке. Шнурочек я буду вязать из полухлопка, из той пряжи, что вязала и подклад. Как вязать такой шнурочек, у меня есть отдельное видео на канале, вы можете его посмотреть. Берем ниточку, делаем начальную петлю. Сделали. Далее на ушке находим серединку. Нам нужно 3 петли. Находим центральные 3 петли. И делаем это таким образом. Продеваем вот так крючок. Я завожу крючок за шерстяную ниточку, не за подклад. Протягиваем вот так петлю. Одна петля у нас уже есть на крючке. Далее достаем вторую петлю. И далее достаем третью петлю. Достали. Дальше зажимаем пальцами петли, достаем крючок и начинаем вязать с первой петли. Так, провязали. Дальше снова достаем крючок и начинаем вязать. Снова достаем крючок и вяжем. И так продолжаем вязать до нужной вам длины. Сильно длинный шнурочек я делать не буду, потому что длинные мне не очень нравятся в шапочках. Мне кажется, это лишнее. И давайте провяжем. Завязки я уже связала, и вот такая красивая шапочка у нас получилась. Осталось ее постирать, и можно смело надевать ее на улицу. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте пальчик вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!